правильно. Супер, супер, мы реальные герои. Скажи мне, пожалуйста, как ты и как настроение? Ты знаешь, очень интересно. Вообще все интересно. Все Мгм. интересно. Я на днях, когда это на днях, подожди, не, вчера. Не, позавчера я играла игру Лила. Знаешь такую Лила? Не услышала, что ты играла? Лила, игра Лила. Конечно, конечно. Ну вот. Я там была. И, короче, очень много эмоций, очень много всего. У меня вот как бы прям вулкан. Вулкан эмоций, вулкан переживаний. И прям очень... Это первый раз. Я раньше только слышала, мне очень много друзей проводят. И я, э, скажем так, но мне было неинтересно. Я не знаю почему, как-то вот меня туда особо не тянуло. Я много всего попробовала с этим. Почему-то вот конкретно туда мне не хотелось. А вот сейчас думаю, ну, надо все таки попробовать. Как-то оно с всех сторон ко мне приходит. Я просто я сомневалась только в том, что думаю: "Боже, Яна, ну куда тебе еще? Ты уже и так откоучена со всех сторон, куда тебе еще эту игру лила? Ну, типа, нафига? Вот смотри, сколько всего. С этим бы разобраться". Вот. Ну, в принципе, я думаю, что это будет и как, мой запрос, он будет напрямую с этим всем связан, потому что всего много вышло. Вот, как я уже сказала, такая, знаешь, лава. И хотелось бы как-то это все немножко упорядочить, что ли, структурировать. Структурировать это все хотелось. Ой, вот. Ян, вклинюсь на секунду. Скажи мне, пожалуйста, с прошлой сессии как ты? Ты знаешь, замечательно. Вот, видимо, оно же все друг на друга влияет. Понимаешь? И да, идет, развитие, что-то постоянно меняется. Посмотри, даже взять ту Яну, которая здесь сейчас сидит, и та Яна, которая пошла на Лилу, она же ж имеет свое влияние. Вот каждая сессия, каждый разговор, может, меня и подтолкнуло, кто как знать на этот шаг. Вот. Оно же всё откладывается на бессознательном уровне. И даже когда сессия заканчивается, ты выходишь в жизнь, но что-то уже меняется. Вот. Яна, в чем для тебя важность этих шагов, этих изменений? Вот ты сказала, что от сессии к сессии, лила, что ты становишься другой. Это про что? Это, ну, в первую очередь то, что я начинаю это замечать, и я начинаю это видеть. Начинаю замечать ситуации, которые меня включают, триггерят. М. Ну, возможно, не до конца понимаю, как со всеми этими ситуациями справляться, потому что сейчас, вот, знаешь, такое впечатление, что очень быстрый такой темп. Я набрала, так как плюс, у меня еще УКК, там тоже сессии, и вот прям очень много сессий, сессий, и я как коуч, и как клиентом работаю. Поэтому вот как будто изменений очень много, я не успеваю этого всего проживать. Я пока замечаю, я пока их отмечаю, но не могу сказать, что я совсем справляюсь. И вот еще такое интересное наблюдение, как бы вот здесь все понятно, какие-то, как я говорю, рептильный мозг там проблематичнее. Вот когда ты сталкиваешься с какими-то ситуациями, какие-то реакции, эмоции, вот там проблематичный, как будто он немножко отстает от того, что здесь. Ян, сказала: "Как будто замечаю". Нужно ли мне обращать внимание на это "как будто"? Помню, что оно было у нас в прошлой сессии. Как тебе с ним сейчас? Интересно, потому что я изначально хотела сказать, ну, как бы всё окей, не нужно замечать, но потом, если я все таки это употребляю, ну, я употребляю. Да, отдавай мне все хотелось, чтобы как будто было, в моей речи. Мне это не очень нравится.
Мгм. Да. И скажи, что тогда сейчас хочешь? Куда пойдем? Мгм. Я только тетрадку возьму, Ну, которую я конечно. всё я забыла её взять. Щас, секунду. Скрывается от меня этот текст, не понимаю почему, не могу найти. Сейчас. Мгм. Щас. Точно помню, что здесь записывала. Где же ты? Я всё равно найду. Про Так, где же ты? Интересно, не хочет. Ян, пока ищешь, сориентируй по таймингу, насколько будем ориентироваться сегодня. Также 30 минут, как тебе? А давай вот сейчас вот прям я закончу искать, и этой минуты начнем тогда, сессию. 30 минут. Хорошо. Да, чуть больше мы сейчас Мгм. немножко обсудили наши достижения, успехи. Представляешь, не могу найти. Спрятался. Мгм. Спрятался. Так, еще один. Еще вот здесь никто. Всё, начинаем тогда как есть. Мгм. А что ищешь, Ян? Я нашла. А я себе некоторые пометки делала, а, в игре. На протяжении игры делала некоторые. Вот, так, что я хочу? Вот пока у меня нет четкого запроса, потому что много всего, и нужно мне как-то это, структурировать. Состояние, эмоции, информацию. Одним словом, меня Лила не пустила. Не пустила. 2 часа мы играли. Меня не пустила Лила. М, но когда я брала эти задания, там бросала кубик, меня там бросала там разные там гнев. Мне очень много раз почему-то гнев выпадал. Потом, физическое состояние, даже жадность была. Физический план, гнев. Вот у меня прям 3: гнев, физический план и жадность. Жадность жадность у меня ко времени. Постоянно не хватает времени. Я понимаю, ам, как будто в какой-то гонке нахожусь. Хочется больше, 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 больше и всё успеть. Гнев у меня, ну, из-за того, что раздражает, меня это все злит, потому что я вроде бы очень много делаю, и все равно не чувствую результатов. И сюда мы приходим сразу же, физический план. План — это у нас еще вот гнев. Там еще очень интересно. Вот, наверное, туда пойдем. Вот, вот, хорошо. Мы пойдем туда. Гнев, там еще есть ложное и истинное я. И у меня с этим проблема. Да, у меня задевается эго, я начинаю очень сильно злиться. Я как будто не
видишь, как будто. И я не признаю. Вот. У меня как будто оно, знаешь, я пытаюсь смягчить, вот как будто я не признаю. Почему искать? Я не признаю. Вот. А, Я не признаю свое истинное я. Об этом будет сессия. Мгм. А как это связано с гневом? Ты начала с гнева. Потому что я начинаю себя оценивать. Я начинаю себя оценивать, причем как будто сейчас очень интересно, вот пытаюсь мысли структурировать. У меня, знаешь, как будто, вот я уже начинаю замечать, одна часть меня, а, вот я пытаюсь вспомнить этот опыт из игры, как там все было, а другая часть у меня сейчас здесь на сессии. И я понимаю, что, конечно, важно проговаривать то, что здесь и сейчас, потому что я сейчас вспоминаю, что было там, потом есть то, что есть сейчас, и я понимаю, что у меня вот сложности. У меня мозг начинает вот так вот теряться. Ладно, не буду тогда туда уходить больше. Тема есть, все, я здесь и сейчас. Оценка, гнев, оценка. Я никак не могу прийти к этой... Вот планка очень высокая. То, что я себе постоянно ставлю, и я гневаюсь, потому что я не признаю своих побед, я их не проживаю. Вот я поняла, что я просто там что-то случилось, ну, и я пошла дальше, и я пошла дальше. Я не проживаю своих побед. А там энергии очень много в этих победах, а для меня это как будто вообще, ну да, сделала вот это, там, как пазду поставила, галочку, шла дальше. И знаешь, за счет этого я, наверное, я не чувствую своего роста, моего гения, как он растет, то, что истинное я. И меня даже злит там подруга тоже рассказывает, там все у меня сила, я чувствую, я меняюсь, у меня вот сила растет, я теперь знаю, как это делать. А я понимаю, что меня это даже в каком-то смысле злит, типа, ну, как бы я вроде более приземленный человек, у меня такое: "Да ничего не изменилось, ну чё, о чем вы здесь вообще, дорогие?" Поэтому, м, это про признание своего истинного я. Смотри, я даже не могу выговорить это слово теперь. Интересно, да? Твое истинное я. Поэтому гнев, и раздражаюсь, и все меня и всё остальное меня триггерит, когда люди начинают, об этом рассказывать или как-то очень там преподносить эмоционально. И меня это тоже, я замечала за собой. Получается, когда мое эго, задето, я злюсь, появляется гнев. Вкладываю эту тетрадку, постоянно Я не очень. что сейчас происходит? Вот вижу, как у тебя прям, меняются эмоции, шевелятся, двигаются руки. Вот что сейчас? Я пытаюсь уйти сейчас от этой игры и сконцентрироваться, быть здесь и сейчас. Но, как я тебе уже говорила, но почему-то у меня это, не очень хорошо получается. Мысли все равно там. Это было тогда, сейчас что было тогда, мне нужно об этом вспоминать. У меня нет, вот всех этих пазликов. Оно было и все. Осталась эмоция. Когда я сейчас пытаюсь это все проговаривать, и оно какое-то, знаешь, получается хаос. Нужно ещё приземлиться.
А с чем хочешь уйти через, там, чуть меньше 30 минут? Хочу понять, как мне начать ценить или взращивать свое истинное я. Потому что, когда я начну это делать, я понимаю, что у меня по-любому появится сила. Сила, энергия, можно называть это по-разному, для того, чтобы идти дальше и двигаться. Яна, как поймешь, что это именно то понимание? Я прочувствую, у меня это на чувственном уровне, наверное, эмоция или вот какая-то эмоция. Потому что я прям чувствую, как я немножко вот оно всё поднимается, я тебе об этом рассказываю и вспоминаю эти все эмоции, которые у меня были. Там все было, и гнев, потом я такая: "Всё, ну мне вообще не нужна эта игра, мне ничего не нужно, как будет, так будет". Там что шестерку нужно бросить. Я там бросаю уже 20 раз, думаю: "Ну все, короче, не хочу ничего". Поэтому я прочувствую, вот эта эмоция, которая у меня есть сейчас, она уйдет. Появится что-то другое, состояние изменится. Про состояние. Мгм. А состояние изменится с какого на какое? 100% это про спокойствие. Там, кстати, тоже замедление. Мне нужно замедлить. К этому это, наверное, отдельная тема замедления или, не знаю, где-то в сессии появится все закольцовываться. Так, состояние ты спрашивал. Вот видишь, я пытаюсь концентрироваться щас вот прям очень интересно. Третий раз я себя отлавливаю, себя отвечаю на вопрос, и все, и мысль побежала, словила еще какое-то, что было там, я отлавливаю, понимаешь? Они вот эти Мгм. мысли мне щас в голову, они меня пугают очень сильно. А что запустило их такой разбег, что они прям стали так суетиться? Это вообще прям фраза за фразой летит, понимаешь? Ответить на вопрос, и там еще что-то догоняет, еще что-то догоняет с этой сессии. Я понятия не имею. Ну, эмоции, да, эмоции, которые я не прожила. И, наверное, на ментальном уровне. То есть, когда я играла игру, я была прям в таком гипнозовом состоянии, я настолько в нее погрузилась, вот все совсем другой уровень. Когда ты выходишь оттуда, и ты такой: "Так, а что со всем этим теперь делать?" Жить нужно, поэтому я думаю, что это про это. Они будут по-любому, я буду их проговаривать, как оно дальше все будет идти. Так, состояние у меня появится спокойствие и замедление. А то, которое сейчас, ты знаешь, это какое-то раздражение, это почему-то раздражение, и я не могу сказать, что я злюсь, нет, будто как это раздражение и все сопутствующие ему ощущения. Мгм. Поделюсь гипотезой, Ян. Конечно, А, Смотри, ты говорила про признание истинного "я", говорила про силу, говорила о том, что, и, не видишь, часто обесцениваешь свой результат. А, Говорила, что хочешь быть в текущем моменте. При этом догоняют какие-то, мысли, эмоции, переживания из опыта с Лилой. И ты им говоришь: "Нет, нет, нет, сейчас мы об этом не будем, и будем только про текущий момент".
А оно же хочет быть признанным, как мне чувствуется. И как мне чувствуется, поправь меня, если моя галлюцинация, что-то важное оттуда хочет быть сейчас или распаковано, или прожито, или принято, тобой. А, Могу галлюцинировать, поправь меня, если вообще не в ту сторону. Все верно, все верно. Просто я себе немножко по-другому хотела, как скажем так, по-другому хотела простроить эту сессию. Я же-то ныряю в этот опыт по-другому. Я взяла что-то и хочу с чем-то одним разбираться, а эти мысли как бы делают этот хаос, а я не хочу, чтобы был хаос. М, Поэтому я решила, что сейчас мы заходим в сессию, запрос, и мы по чуть-чуть будем разбираться. Потому что когда вот оно ко мне прилетает с всех сторон, я понимаю, что я не могу как бы сконцентрироваться на чем-то. мгм. Я прыгаю, вот там у меня одно, второе, там третье, там четвертое, пятое. Я сейчас как-то пытаюсь немножко сконцентрироваться, а то они во все стороны начинают тянуть. А в чем смысл тогда этих прыжков? Они меня просто расфокусируют. Чтобы Меня что? щас. Они меня расфокусируют. Как будто ш как будто чтобы я научилась с этим справляться. Знаешь, это как Как навык. Это определенный навык мысли, когда мы их замечаем, когда мы выбираем это. Мне кажется, это, наверное, туда. Мне кажется. Ну да, потому что я действительно я не уверена, да, отзывается мне так. как в сессии можешь это сделать? Как можешь в сессии с этим научиться справляться? Хотя, с другой стороны, это очень интересно, потому что это может быть подарок пространства. Эти мысли, которые, они ж не просто так появляются. Они же не просто так появляются. Замечать их и действительно проговаривать их, вот проговаривать, просто ее как-то другую. Потому что, да, это приоритетно, если она хочет, нужно ей разрешить это сделать, Ян, ты проговорить. очень поменялась, энергия поменялась, голос замедлился. Что запустило сейчас эти процессы? Фокусировка. То есть, когда начинаешь отвечать на вопросы, когда я начала отвечать на вопросы вот предыдущие, которые ты мне задала, он собрал меня, и я вот сфокусировалась, я прочувствовала.
сфокусировалась. И эмоция немного ушла. У меня было Сейчас она ушла. Я за Ушло раздражение, что пришло вместо? Замедление. Вот сейчас прям я чувствую, что вот фокусировка и замедление. Я запишу. Фокусировка и замедление. Из этой точки фокусировка и замедление. А, что важно тогда понять, поисследовать, научиться в том, о чем ты сказала, тебе важно про, истинное я? Мне хотелось бы понять, как это? Как это что? Как с этим, что вот принятие истинного "я". То есть как как это развивать, вот там еще есть слово, признать своего гения. Как признать своего гения? Потому что я пока не понимаю. У меня в этом плане я более приземленный человек. Ну, самокритика тоже присутствует, конечно, конечно. И то есть для меня вот признание гения, вот истинное я — это, в принципе, оно плюс-минус, это одно и то же. И интересно, я что понимаю это, я об этом говорю очень много. А как это все, как этим жить — это уже другой вопрос. Как этим жить, чтобы это делало меня сильнее? Я пока не знаю. Как признать и как с этим жить — это про одно и то же все. Вот они исходят друг из друга. Как признать, как этим жить, вот они прям очень рядом друг с другом идут. Они друг с другом очень рядышком. Как признать и с этим жить? То есть с этим жить я имею в виду, как это все развивать, сама система, как оно работает в жизни. Хорошо, у меня что-то получилось, и что дальше? Что я должна там делать? Там, не знаю, выступила на конференции. Окей, я молодец, я выступила, там, через это я поставила себе галочку, я иду дальше. И вот, видимо, у меня в какой-то момент что-то не защелкивается. Я как-то оно мне ничего не дает. То есть, да, я готовилась много, я это сделала. Как еще этого гения нужно признавать? Я просто не понимаю, что с ним делать? Чего с ним делать? А чего здесь не хватает? Понимаешь, чего здесь не хватает? Мне нужно оттуда брать энергию. У меня такое впечатление, что я вот оттуда ее не беру в достаточном количестве для себя, потому что есть действительно люди, они об этом рассказывают, от них аж прет вот эта энергия, все. Это круто, это прикольно. Хотя меня даже это порой злит, потому что для меня это, мне кажется, что люди перебарщивают, кажется. Может, поэтому оно меня и триггерит, что мне тоже так хочется, понимаешь? Но у меня так не получается. Я просто хочу для себя понять, а как тогда оно для меня должно получаться, чтобы я оттуда могла брать ресурс и энергию, и уверенность. То есть это что же про самоуверенность?
в работе, в общении с другими людьми, в принципе, вообще во всем. Что с этим гением делать, я вообще не понимаю. Яна, сейчас вот это все проговорила, что сама слышишь? Знаешь, чувствую себя ребенком, который учится ходить. Серьезно, вот чувствую себя ребенком, который учится ходить. И пока не видит конечной точки. То есть я могу представить эту точку, когда вижу каких-то других людей, которые двигаются, которые признают этого гения. Это даже, знаешь, это про само вот, когда там человек уверен, он делает, и там на самом деле не важно, что и как ты делаешь. Главная энергия, с которой ты все это преподносишь. Есть же миллионы людей на этой планете. Но, скажем так, в своем роде успешны те, которые умеют это все преподносить, потому что идеи есть у всех. Вот посмотри, ты, тут же квадрат Малевича. Ну, типа квадрат Малевича, и все о нем знают. Это искусство, это шедевр. И есть много других шедевров, которые я бы даже никогда не могла подумать, что это шедевр. Прости меня, Малевич, но это энергия, с которой человек вот это все преподносит, идеи, себя. За этим все стоит. Мне, видимо, этого хочется. Хочется. А где ты берешь эту энергию? Где у тебя источник? Классный вопрос. А я сама по себе этот источник энергии. То есть я там во всех медитациях, я делаю различные практики. У меня всегда, м, очень часто, там, не буду говорить всегда, но прям 95%, я была этим источником в различных практиках. И вот везде прям я вот этот источник. Но знаешь, в чем прикол? А, Как будто миссия этого источника, эту энергию, то есть она у меня есть, я ее беру из земли, неважно откуда, она ко мне приходит, да, вот с одной точки она ко мне вот здесь приходит, но отсюда как будто есть какая-то перегородка, и она дальше не идет. А вот она должна идти в массы, энергия, и потом теоретически она должна обратно ко мне возвращаться, как бы это работало. Она ко мне не возвращается. Я все-таки трачу очень много энергии, она идет ко мне, но мне не хватает. Потому что нет взаимодействия, она обратно не возвращается. Я как будто даю, 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 вот беру оттуда, а вот обратно оно не идет. А в чем смысл этой перегородки? Она вообще зачем здесь? А это мои фильтры. Это про мои фильтры. Вот перед тем, как эта энергия выходит, она проходит через очень много фильтров. И часто она там уже ничего не остается, да. Там один фильтр, второй фильтр, четвертый фильтр и так дальше, и все. И уже ничего не выходит, когда эта энергия проходит много фильтров. А если без фильтров, то как? Сейчас вспомнила фразу, опять пришла ко мне: "Свобода имеет свою цену". Это если без фильтров. Свобода имеет свою цену. Знаешь, я прям вот чувствую, это еще очень сильно про уязвимость.
и про взаимодействие с другими людьми. М. Так, я ж прям прочувствовала, как у меня плечи вот так вот. Хотелось их расслабить. Что происходит? Что чувствуешь, Ян? Прям так ушла глубоко в себя? Чувствую в голове хаос. Я прям опять меня бросает. Я вижу, я шла в одном направлении, потом одна идея, вторая, третья, четвертая. И оно как-то и вот так всего много. Фокусировка тренирует меня. Мое сознание прям, понимаешь, тренирует меня. Как если бы мы вернулись сейчас к концу сессии в тот момент, с которого начали. Опять появился хаос, и опять появилась расфокусировка. Интересно. Очень глубинные моменты вскрылись, и я вроде бы о них говорила неоднократно, но сейчас они как-то по-другому выглядят. Я не понимаю до конца, что поменялось. Возможно, из-за того, что они прям очень сильно. То есть раньше я их наблюдала, а сейчас они как будто уже практически снаружи. И из-за этого они там, их много, вот их много. Поэтому из этого мое внимание, вот расфокусировка идет. Они прям очень-очень уже вот здесь, рядышком. Раньше просто замечала, а сейчас уже их вижу, можно сказать. А как твой внутренний гений или истинное я ко всему этому относится? Слушай, он молчит. Просто. Он не принимает участие. Я не знаю почему, но он где-то спит. Его нужно разбудить. Его нужно разбудить. Я не понимаю, почему он скрылся, а он скрыться. Сколько можно скрывать? Он же, видимо, слушай, вот интересная мысль пришла, он же ж тоже проходит через эти фильтры. М. Ну и, собственно говоря, он не доходит дальше, потому что очень много фильтров, как нужно, что, как плохо, как лучше. Он сталкивается с критикой. И даже вот, знаешь, вот, даже если это критика, я не могу сказать, что это критика, это, видимо, я понимаю, что я должна была бы это воспринимать как процесс обучения. Да? Есть какие-то моменты, в которых там, я сильна, в которых я не сильна, в которых я учусь. И, в принципе, я могла бы учиться от других людей, но я понимаю, что когда, там, допустим, если это идея либо какой-то текст, она родилась, она проходит наружу, через, различные отделы, различные фильтры, там другие люди, там сверяемся, все делаем, и все. И даже когда, ну, там, делают какие-то правки, делают что-то лучше, и оно теряется, понимаешь? В выходе оно теряется. И я себе постоянно говорю, ну, типа, камон, ну ты учишься, это нормально, что ты там не умеешь писать там эти тексты. Я же не писатель, я никогда этим не занималась. Я могу писать так, как я умею, там это чуть-чуть, не знаю, много воды, не воды, но у меня сейчас поток сознания, это от меня, это честно. Ну, я почему-то м, мне не нравится то, как я воспринимаю.
фидбэк от других людей. И это конкретно касается вот, сейчас, если мы будем говорить там про соцсети, это касается текстов, скрипты, тексты и так дальше. Потому что я работаю с командой, конечно, что у нас есть определенный план, и, конечно, что они все дают мне фидбэк, мы переводим, и это все и на английский язык. Поэтому в эти моменты у меня идет гнев и раздражение, потому что я чувствую этот момент, когда мне кто-то дает фидбэк, я злюсь. Вот реально я начинаю злиться. А может, из-за того, что якобы у других лучше получается, нежели у меня. Вот. И мой критик такой: все, не критика, а этот гений, я ухожу. Такой, уходит, разворачивается и уходит. М. Поэтому он сейчас спит. Ян, мы подходим к концу, у нас заканчивается время. А, можем ли двигаться к завершению или что-то еще хочешь проговорить? Можем двигаться, можем двигаться. Для меня было важно сейчас проговорить, это всё сложить, структурировать. И я поняла для себя, в чем у меня загвоздка вот в этом моменте. И в будущем, я думаю, что мы на следующей сессии, я сейчас буду отлавливать эти моменты, посмотрим, что изменится, сколько там, через 14 дней, как оно будет себя проявлять. И дальше будем об этом, в эту тему глубже нырять. Сейчас мы его увидели, я поняла, почему. А, Посмотрим, как мне с ним жить дальше-то будет. Мгм. Что было самого ценного? Или, может быть, самого нового? Или самого интересного, что забираешь с собой? Очень интересно, в самом начале ты мне подсветила "как будто". И я понимаю, что на протяжении всей сессии я себя, вот эти слова, я их включала. Это очень прикольно, потому что мозг, вот как он работает. Потому что я понимаю, что эта фраза, она мне не нужна, потому что я не признаю чего-то, как будто мне кажется. Ну, тебе кажется или как будто, или еще что-то. Эти смягчения, это паттерн, и он нехороший. Сейчас у меня фокус, вот, кстати, у меня фокус на этом паттерне. Это мне очень запомнилось. Я понимаю, что я дальше буду в своей повседневной жизни сейчас держать фокус на этом паттерне. И про фокус тоже было очень ценно сейчас, потому что вот прям меня вот так вело, и все-таки я смогла сфокусироваться. И когда я сфокусировалась, причем знаешь, что интересно? Сфокусироваться здесь, сейчас, в этом моменте. Вроде бы когда я отпустила эти мысли, изначально я пыталась сконцентрироваться на вопросе, на вопросах, которые ты мне задавала, и вот эти мысли не пускать. А потом, когда я расслабилась, думаю, ну, приходит, ну, как бы буду их проговаривать, окей. И в этот момент оно меня отпустило. Оно меня отпустило. И, конечно же, критик, который раздражается, когда ему хотят что-то посоветовать. Вот с этим я буду дальше работать, с этим критиком, с его реакциями. А, Потому что вот на этом, на какой-то рептильный мозг, я не понимаю, почему. Потому что здесь я понимаю, блин, это круто, это рост, расти, учись, но очень сильно эмоция идет. И я потом как бы вообще хочу понять. п Поделюсь Да, там быстренько, Ян. Как ты сказала, что вот, сначала мысли, ты пыталась их, э, разделить и сфокусироваться на настоящем, а потом признала и расслабилась. И мне кажется, это прямо так круто, потому что это в этот момент ты признала себя целиком, ты перестала делить, что: "А нет, это про прошлое, настоящее, будущее, это там про Лилу и так далее, а сейчас вот только это". Целостно себя приняла, расслабилась, успокоилась, появился фокус и пошел процесс. да, я про себя запишу сразу же.
Спасибо тебе большое за эту мощную работу и какой-то огромный, э, проделанный путь. Да, благодарю тебя, Ань. Очень Э, очень Спрошу сильно хоть. мы Мгм. глубоко нырнули, и я понимаю, что у меня там много интересных вещей, интересных скелетов, но это было для меня очень глубоко сегодня. Спасибо. Оставляем сессию. Да, да, конечно, оставляем. Спасибо большое, Ян. Классной те недели и до скорейших встреч в эфире. Да, спасибо большое, Ань. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо.